Вы когда-нибудь чувствовали, что что-то не так, но не могли понять, что именно? Когда просыпаешься утром, открываешь Инстаграм и видишь фотографию, которая должна вызвать улыбку, но вместо этого сжимает сердце? Именно это почувствовали миллионы армий тем утром. Появился пост от Тэхёна, он выглядел расслабленным и счастливым посреди эксклюзивного отпуска. Но не хватало одного. Одного человека, который должен был быть рядом, Чингука. Вскоре в социальных сетях начали появляться вопросы. Где Чингук? Почему он не пришел? Был ли он занят своим графиком? Или скрывается что-то большее, словно фрагменты тайны, разбросанные без ответов? Подозрения начали усиливаться, особенно когда официальный аккаунт HYBE молчал почти 72 часа после того, как отпуск Тэхёна стал вирусным. Ни заявлений, ни оправданий, ни объяснений. Тишина. Как будто отсутствие Чингука не было чем-то особенным. Но для ARMY это было не просто обычное отсутствие, это был сигнал. Знак того, что что-то может измениться. Настало утро, которого все ждали. HYBE наконец-то опубликовали официальное заявление. Короткое, решительное и более холодное, чем ожидалось. Мы хотели бы дать объяснение по поводу отсутствия Чингука в личной поездке, предпринятой Тэхёном. Никаких теплых приветствий, никакого мягкого представления, сразу к делу. И вот тогда все изменилось. Согласно официальному релизу, Чингук решил не участвовать по личным причинам и решениям, которые были обсуждены внутри группы заранее. Но это предложение открыло путь еще более смелым домыслам. Что же именно значили эти личные причины? Если это был личный праздник, зачем его нужно было обсуждать и официально объявлять? Пытались ли HYBE контролировать ситуацию, пока все не вышло из-под контроля? Фанаты на этом не остановились. Они начали делать то, что у них получается лучше всего – искать подсказки. Крупная корейская фан-база опубликовала скриншоты, показывающие, что за несколько дней до отпуска Чингук был замечен поздно ночью в студии звукозаписи. Внимание привлекло то, что студия находилась не в Корее, а в Японии. Многие начали гадать, Чингук работал над секретным сольным проектом или пытался успокоиться. Другие полагали, что дело не только в графике. Арми заметили, что в последние недели взаимодействие между Тэхёном и Чингуком заметно сократилось, практически до полного исчезновения. На одном видео с их последнего совместного развлекательного шоу было видно выражение лица Чингука, когда Тэхён отпускал легкие шутки, которые обычно заставляли бы его смеяться. Но в этот раз все было иначе. Чингук лишь слегка улыбнулся, а затем опустил взгляд. Для посторонних это может показаться мелочью. Но для фанатов, которые следят за ними уже более 10 лет, небольшие изменения говорят о многом. Некоторые даже делились фрагментами текстов своих сольных песен, пытаясь найти скрытые послания. Одна строчка из трека Чингука сразу бросалась в глаза. «Иногда тишина говорит громче шума». Внезапно это прозвучало как признание. Было ли его отсутствие молчаливым протестом или незаживающей раной? Пока HYBE молчали, разочарование фанатов росло. Затем последовал еще один поворот, предполагаемая утечка информации от бывшего сотрудника HYBE, пожелавшего остаться неизвестным. Сообщение было коротким, но цепляющим. Между Тэхёном и Чингуком в последние несколько месяцев возникали творческие разногласия. Никаких подробностей. Никаких отрицаний. Всего одно предложение, которое открыло путь потоку домыслов. Они ссорились. Было ли это началом более серьезного разногласия? Или это была намеренная стратегия HYBE, чтобы подогреть общественное любопытство перед крупным релизом? Тайну усугубляло то, что другие участники BTS, Чимин, RM, Джин, J-Hope и Suga также хранили молчание. Обычно хотя бы один из них лайкнул бы пост Тэхёна или прокомментировал его. Но на этот раз – ничего. Казалось, что все читают по одному и тому же сценарию. Аналитики индустрии начали обсуждать ситуацию на телевидении и в подкастах.
Один из участников дискуссии смело заявил, что в кей-попе ничего не происходит случайно, особенно со звездами такого масштаба, как BTS. Все структурировано, рассчитано по времени и одобрено. Поэтому, когда участник группы отсутствует на таком важном эмоциональном мероприятии, как групповой отпуск, это не мелочь, а символ. Возвращаясь к заявлению HYBE, многие задались вопросом, почему они высказались сейчас, а не тогда, когда видео только стали вирусными. Пытались ли они остановить развитие сюжета или скрыть что-то более глубокое? Суждения усилились, когда Чингук проявил эмоции во время прямого эфира. Когда фанат спросил: «Ты снова поедешь в отпуск с Тэхёном?», Чингук замолчал почти на 10 секунд, а затем тихо ответил: «Может быть, когда придет подходящее время». Эта фраза разбила миллионы сердец. Когда же наступит подходящее время? Она звучала как нечто незавершенное, как незаживающая рана. Тем временем Тэхён оставался активным в социальных сетях, публикуя фотографии из отпуска с веселыми подписями. Но некоторые армии начали задаваться вопросом, была ли это искренняя радость или скрытый посыл? Что же на самом деле произошло между этими двумя друзьями, которые когда-то казались неразлучными? Почему теперь между ними словно невидимая стена? И повлияет ли это на будущее BTS в целом? Поклонники начали вспоминать старые моменты с Тикук, сценические взаимодействия, закулисные кадры, легкие улыбки, которые когда-то были полны тепла. Теперь эти воспоминания кажутся далекими. Некоторые даже сделали репост старой подборки под названием «When Tikook Felt Like Home». В комментариях звучал один и тот же вопрос: что изменилось? Затем появилось еще одно видео, случайно снятое сотрудником группы после репетиции. Чингук стоял один, безучастно глядя в телефон. За его спиной Тэхён разговаривал с менеджером. Они не обменялись ни единым словом. Два разных мира в одной комнате. Все стало еще интереснее, когда появились сообщения о том, что накануне отпуска Чингук провел личную встречу с музыкальным продюсером в сеульском отеле около 2 часов ночи. Эта встреча не была запланирована HYBE, из-за чего многие решили, что он готовит слишком личную песню для официального релиза. Некоторые назвали ее «песней-признанием». По слухам, в этой песне есть такие слова: «Раньше я улыбался рядом с тобой, а теперь учусь дышать без твоего имени». Слишком острая, чтобы ее игнорировать. Критика в адрес HYBE усилилась. Поклонники обвинили компанию в том, что она скрывает внутренние проблемы под видом личной свободы, при этом требуя от своих артистов лояльности и единства. Это породило хэштег «решетка Юстичи Фарюнкаак», который держался в трендах 2 дня подряд. Во время одного из японских радиошоу диджей Тонко заметил: иногда две звезды, которые сияют слишком ярко, могут сжечь друг друга, когда оказываются слишком близко. Эта фраза глубоко запала в сердце фандома. Более 10 лет BTS были больше, чем просто группой, они были семьей, домом для миллионов. Поэтому даже самая маленькая трещинка ощущалась как трещина в фундаменте этого дома. Когда следующий концерт Чингука внезапно начался без объявления, миллионы людей бросились смотреть его. Он сидел молча, в черной толстовке с усталым взглядом. «В последнее время, — тихо сказал он, — у меня много мыслей, но не все, что я могу сказать сейчас». Затем он добавил строчку, которая мгновенно стала вирусной. «Иногда нам нужно идти поодиночке, чтобы понять, что значит идти вместе». Было ли это ради Тэхёна? Ради BTS? Или ради себя? Никто не знал. Спустя несколько мгновений Тэхён опубликовал старую фотографию, он и Чингук еще со времен стажерства, спящие бок о бок на полу студии. Без подписи. Без объяснений. Просто фотография. И, как всегда, армии читали между строк. Ностальгия. Сожаление. Или молчаливое послание, понятное только им двоим. Распространились слухи, что HYBE выступает посредником в общении между ними, хотя компания быстро опровергла это, назвав все обвинения домыслами. Но молчание лишь усилило сомнения. До сих пор их не видели вместе на публике.
Даже их недавние графики были разделены, Тэхён и Чингук продвигались по отдельности. Совпадение или что-то более преднамеренное? Одно можно сказать наверняка: отсутствие Чингука в том, что должно было быть простым отпуском, открыло дверь, которую уже не закрыть. Дверь, показывающую, что даже в самой идеальной дружбе могут быть невидимые пробелы. И, возможно, эти пробелы никогда не будут полностью заполнены. Но всего через день после ностальгического поста Тэхёна домыслы превратились в бурную волну эмоций. От Южной Кореи до самых отдаленных уголков мира в каждом разделе комментариев звучала одна фраза: «Что-то происходит, а мы даже не знаем и половины».